Всем привет! Селигера! И вы на канале Селигерский хуторок. И с вами Джессика и я, Владимир Мировов. И я сегодня хотел бы вам рассказать о холодном способе засолки огурцов, с которым может справиться даже школьник. Как я когда-то, в 1984 году, это практически 40 с лишним лет назад, я приехал к бабушке. И не на одну, на 2 недели, как раньше. Учась в 3 классе, меня привезли на все лето. Я помню, как мы сошли с автобуса. Дед подогнал лошадь, повозку. В нашей деревне автобусы не останавливались. И мы поехали домой, к деревню, к бабушке. Самые лучшие воспоминания о детстве. Всю дорогу я играл. В 1984 году электронная игрушка «Волк и яйца». Оторваться было невозможно. Дедушка говорил: слушай, послушай, как птички поют. Посмотри, вон какая природа, сосны, грибы. Но я играл в «Волк и зайца». Оторваться было нельзя. Бабушка молчала. Мама тоже молчала. Один раз только сказав: купили на свою голову. И ничего сделать нельзя. Придя домой, покушав, я пошел на крыльцо и продолжал играть, слышав, как бабушка говорила: да что ж это такое, а? Какая-то металлическая железяка над ребенком такую власть взяла. Да что же это творится? А если такие штуки в магазинах поставить во весь рост или в кафе, так это вообще детей не оттащить. Что же это в стране-то происходит? Что за жизнь такая? Надо что-то делать. Да пробовала мама, пробовала. Он ревет, просит назад. Вот сделают уроки, дам. Вот и все. Нет, надо что-то делать. Ладно, ты завтра уедешь, а я разберусь. Мама уехала. И меня соседский ребенок Виктор позвал на речку. Сейчас я пойду у бабушки отпрошусь. Да брось ты, что ты будешь отпрашиваться? Ты уже взрослый, 10 лет тебе. Мы ушли на речку, купаемся, и бежит бабушка с хворостиной. Да что ж ты делаешь-то? Да что случись, меня мать на куски порвет. А ну быстро домой. Придя домой, я не нашел свои игрушки. Наказан, сказала бабушка. Пробовал реветь, но бесполезно. Так, ты меня сегодня очень огорчил. Схватилась бабушка за сердце и легла на кровать. Я испугался. Бабушка пролежала весь вечер. Наутро попросила принести мне чаю. Бабушка, а как? Ну вот берешь чайник, наливаешь воды, ставишь на газ, зажигаешь газ, кипятишь. И вот заварочный, клади чай, у нас там Иван-чай. Кладишь вот травки, так, вот этой положи. Это у нас лист смородины. Положи пустырничка, это для меня. Так, положи вот еще душицы, я люблю. И добавь еще туда бруснички, вот готовые уже. Я все это сделал, заварил. Накрой шапочкой, сказала бабушка. Я накрыл шапочкой и принес бабушке. Бабушка попила. Ой, полегчало. Полегчало. Яблоки собирать надо. Сушить яблоки надо, а я не могу. Огурцы перерастают, а я не могу. Ой, что же мне, бедный, делать? И бабушка заплакала. Бабушка, ну давай я тебе помогу. А ты сможешь? Ну, конечно, смогу, я взрослый. А ты дашь мне потом поиграть? Ладно. Ты засаливаешь 15 банок огурцов, и я тебе даю поиграть в твою игрушку. Согласен? Согласен. А как это делать-то, бабушка? А как? Да очень просто. Ты видишь, вот у меня пустые банки стоят. На солнышке греются, уже готовые. Берешь пустую банку, кладешь, вот рюмочку у меня, по юбочку, 33 грамма соли крупной.
Насыпаешь по юбочку. Я взял, насыпал соли по юбочку, высыпал в банку. Ты не в одну сыпь, а во все 15. Насыпав во все 15 банок по юбочку соли, я добавил туда лаврового листа. Вон у меня там смесь перцев, возьми, в каждую банку по ложку. Положив туда специи во все банки. А что дальше-то делать? А дальше нужно класть лист смородины, укроп, хрен, лист вишни. Ну и, конечно, можжевельник. Без него бабушка ничего не солила. А почему можжевельник? Да можжевельник всех злых духов в доме выгоняют. Раньше с можжевельником ходили по дому, чистили дом. Всегда около дома у нас рос можжевельник. И поэтому огурцы были всегда хрустящие. Они долго хранились. Ну и, конечно, огурцы были свои, сортовые. Когда деда сослали в Алтай, при этом забрав мельницу, он оттуда привез эти алтайские огурцы, которые мы называем селигерский булыжник. Почему булыжник? Друзья, вы посмотрите вот на этот огурец. Это камень. Это настоящий булыжник, крепкий. Вот эти огурцы, только эти огурцы идут в засолку, а больше никакие. Шипованные, как мина. Отличные. Когда между деревнями шли драки, деревня на деревню, из налья, который между нами находился, потому что никто не знал, кому это налье, к какой деревне относится. Дед брал вот эти огурцы. Булыжники брать нельзя, колы брать нельзя, дрались только руками. Старинная русская деревня, кулачные бои. А огурцы брать можно. Ну какие они крепкие! Набирая полные карманы, ушел в драку, сначала раскидывая огурцы. Люди падали, а потом их он кулаками добивал. Вот она, драка по-селигерски с такими огурцами. Вот, друзья, положи все эти специи. Я сказал бабушке: бабушка, а вот я сейчас все нарву, принесу сюда и буду класть. Нет, милый дружок, говорила бабушка, и румянец расцвел на ее лице. Она встала с подушки, уже положила подушку на спинку кровати, облокотилась и гордо смотрела на меня. Ты берешь банку и каждый листик кладешь в эту банку. Нельзя, чтобы вот листы эти где-то лежали. Вот пока он сочный, пока он с куста, пока он ароматный, вот тогда его в банку. Берешь банку и идешь, кладешь укроп, лист смородины, лист вишни, хрен, можжевельник, и все плотно утрамбовываешь. Утрамбовал, все положил, поставил на солнце, дай им запариться, чтобы солнечный свет, вот эти все листья, аромат пошел из банки, вот понюхал, а оттуда ароматом пахнет. Вот тогда огурцы будут хорошие. Все, аромат пошел, берешь огурец, наклоняешь банку и сначала кладешь самые крупные. А как это крупные? Слушай, милый друг, ты вот когда школьный ранец собираешь, ты какие сначала учебники кладешь? Ну, литературу, историю. Они самые толстые, а потом уже в укромные места алгебру, она маленькая, геометрия, она тоже маленькая. Вот, то же самое. Вот чему тебя учить надо, ты все знаешь. А? Берешь сначала толстые, здоровые, укладываешь на дно банки, а сверху кладешь маленькие. Да, бабушка, вот так вот. И дело у меня пошло. Мне даже интересно стало. Я занялся тем, чем никогда не занимался. Какая-то игрушка, просто сидишь на месте. А здесь работа, дело, здесь надо думать, как все это происходит. Все, сложил себе 15 банок, а теперь все заливаешь колодезной водой. И ставишь в погреб, неси по одной баночке, осторожно неси. Вот, не разбей, и в погреб укладывай, и там они будут стоять до весны. А мы будем потихоньку кушать. Вот, друзья, так в 10 лет я стал самостоятельным человеком, мужчиной. Да, мне давали поиграть,
Но скоро я это бросил. Мне надоело. Приехала соседская девчонка Аня. Мы вместе с ней тоже солили огурцы. Ей понравился наш рецепт. Она рассказала маме. Мы дали их семян, своих вот семян. И они потом их сажали годами. Мы бегали на речку, купались, ходили за грибами. И уже нет дела было до этой электронной игрушки «Волк и яйца». А после не было мне дела до автомата, который поставили в магазине, других электронных игрушек. А после игры на компьютере мне не приносили удовольствия. Я не стал играть в них. Мне это не интересно. В 10 лет меня бабушка научила понимать, что нужно смотреть и во что нужно играть. В лапту. Еще в другие детские игры. Вот это мне запомнилось. А не сидеть нажимать «Волк и яйца». И когда я уезжал из деревни, дедушка похлопал меня по плечу, сказав: вот, ты теперь настоящий самостоятельный мужик. Вот, друзья, такие вот замечательные огурцы в этом маленьком мини-парничке, сделанные по типу грядки Хольцера, которые тоже придумала бабушка, потому что в наших краях, в Тверской области, не родятся огурцы на земле. Лето месяц, как говорят все дачники. Ой, приедем в июле, в августе уедем, там уже осень поздняя и холодно, печку топить надо. А что тут вырастет? И как-то раз, заметив, когда из бывшей купеческого дома, который ломали, днем хотели сделать клуб, но председатель отказался. Вы чего? Так меня уволят, на партсобрание вызовут. Какой это клуб в купеческом доме? Сносите, снова новый строить. А в купеческом доме под печками был рассадник. А что такое, друзья, рассадник? А это значит большой огромный сруб 2 на 2 под печкой, чтобы полы не гнулись. И вот эти срубы выкинули. Бабушка мимо, проходя, осмотрела их со всех сторон и пошла к председателю. Николай Афанасьевич, продайте мне эти сруба и окна из купеческого дома. Да что продавать-то, так возьми. Нет, я ученая, жизнь прожила. Ты мне продай, выпиши квитанцию, и тогда я возьму. А так просто я брать ничего не буду. Ох, тетя Поля, ну, видно, ты жизнь точно прожила. Ну, хорошо, вот тебе красная цена, 10 рублей. Это 3 телеги дров могла бы купить. Да, 3 бутылки водки почти. Но 10 рублей я тебе сейчас принесу. Тетя Поля сходила за 10 рублями, и так бабушка приобрела 2 вот этих рассадника, 2 на 2, в которых потом дед сверху поставил окна остекленные. И вот, наполнив их навозом, так у нее появились вот такие вот мини-парники. Самые удобные. И когда во всей деревне люди только сажали огурцы, у тети Поли, уже бабушки моей, были вот такие зеленые. И все удивлялись: ну, молодец, а, вот придумала, вот молодец. Да, бабушка могла придумать и сообразить. Ну, друзья, вот такой вот рецепт огурцов, который может сделать даже школьник. А с вами, как всегда, был Селигер. Я Владимир Мировов и мой канал Селигерский хуторок. До встречи, друзья. Пока-пока.